Раз, два, три, 4, 5. Я тебя иду искать. Ну вот, все в сборе. Анна Викторовна, позвольте вам представить наших гостей. Василий Сергеевич Куликов, доцент факультета математики Петербургского университета. А это Иван Александрович Обручев, профессор Московского университета и тоже математик. Позвольте, князь, но где же Александр Федорович? Без него мы не можем… Увы, трагический случай не позволил профессору Анненкову присутствовать на этом заседании. Дело в том, что вчера его нашли мертвым. Что? Простите? Да, если точнее, убитым. Как? Убит? Профессор? Да, прошедшей ночью убит. Господи, как? Как это случилось? Убит в парке, и смерть наступила в результате. Ему перерезали горло. Наши гости – ученики профессора. Господа, примите мои глубочайшие соболезнования. Я понимаю, такая страшная утрата. Простите меня, я не была знакома с профессором, но примите и мои соболезнования. И все-таки я считаю, что нам не стоит отменять это собрание. Тем более, что гости проделали такой путь. Я думаю, что профессор Анненков одобрил бы такое решение. Ну что ж, пожалуй, начнем. Господа, присаживайтесь. Анна. Прошу. Петр Иванович, начинайте. Итак, господа, сегодня мы поговорим, несмотря на скорбные обстоятельства, поговорим о разновидностях духов и попытаемся их классифицировать. За беспокойство прошу простить. Тебе чего, любезный? Вот, велено передать. Это что ж такое? Средство лекарственное, средство хорошее. От всех хворей. У кого-то тут почки нездоровенькие. Знать не знаю. Кому велено передать-то? Ох, я не ведаю. Сказали, тут знают. А кто велел передать-то? Отец Келлер из монастыря. Строго-настрого велел. Ну, давай, я спрошу. Никак невозможно. Лично в ручке велено. Ты либо давай, либо проваливай. Добро, коли так, то держи, любезный, только не забудь. Пусть благости и радости дом сей не покинут.
Нельзя современный спиритуализм представить себе как некую чисто метафизическую концепцию. Он демонстрирует нам, что он наделен совершенно иным характером и отвечает требованиям поколения, воспитанного на школе рационализма и школе критицизма. Прошу прощения. Продолжайте, Петр Иванович, продолжайте. Да. Яков Платонович. Прошу прощения за поздний визит. Ну, нет, ничего, я вам рад. Уж не на заседании ли нашего клуба вы пожаловали? Да нет, что вы. Хотел задать вам несколько вопросов по делу о пропаже Элис. Хотя вы правы, это можно сделать позже. С удовольствием полюбопытствовал бы, что там происходит на заседании вашего клуба. Если это позволено. Помилуйте. Мы же не тайное общество какое-нибудь. Прошу. Благодарю. И затем сами сведущие духи могут изъясняться по-разному. Иными словами, иными выражениями. Они имеют в сути своей тот же смысл. В особенности, когда речь идет о вещах, кои наш язык бессилен выразить ясно. То есть, когда требуются иносказания, сравнения, метафоры и прочее. А чем же становится душа в момент смерти? Она вновь становится духом, то есть она возвращается в мир духов, кои покинула ненадолго. А ты кто таков? Куда это? Так сказали, покормят тут. Без всякого Якова я посыльный. Посыльный. Так да, из монастыря. Божий человек. Счастлив тот, кто неприхотлив. Ну, погоди, сейчас принесу. В миг смерти все поначалу спутано. Душе нужно какое-то время, чтобы осознать себя духом. Я бы сравнил это состояние с человеком, который только пробудился от глубокого сна. Ясность мыслей и память о прошлом возвращаются к душе по мере того, как ослабевает влияние материи, от коей она только что освободилась. И вот тогда душа становится духом. Вот. Ну, у меня все. Благодарю вас, Петр Иванович. Очень познавательно. А теперь попросим Анну Викторовну провести для нас спиритический сеанс, после чего обсудим его с нашими учеными-гостями. Я предлагаю вызвать дух профессора Анненкова. Профессора? Вы считаете, это возможно? Разумеется. Мы же здесь практикуем спиритизм. Анна Викторовна, если я не прав, поправьте меня. Конечно, вы правы, Кирилл Владимирович. Но вы обещали нам встречу с великими математиками прошлого. Да, собственно, ради этого мы и приехали. Разумеется, но в этих обстоятельствах я подумал, раз уж случилась эта ужасная трагедия, имеет смысл поговорить с профессором. Он мог бы открыть тайну своей гибели. Я действительно могу спросить его. Нет, простите меня, я решительно против. Это как-то даже… Кощунственно. Профессор наш учитель, мы не хотели бы принимать участие в разного рода там экспериментах над ним. Я понимаю вас. Мы можем вызвать любого другого математика из прошлого. Ну, как вам будет угодно, разумеется. Я приношу извинения, если задел ваши чувства. Ну что вы, просто это как-то непривычно. Да. И с научной точки зрения это… Кого вы хотите, чтобы я вызвала? Ну, Может, Гаусса? Иоганна. Иоганна Гаусса. Господа, я прошу вас взяться за руки. простите, Прошу вас. пожалуйста.
Дух Иоганна Гаусса, явись. Дух Иоганна Гаусса, явись. Дух. Сборище идиотов. Собрание дураков. Нет. Не предел Гаусс. Просил передать, что на вас он не потратит ни секунды своего времени. Хотя в его распоряжении вечность. А вы? Демиург и гений. Не математики вы. Жалкие фигляры. А формула существует. Существует. И здесь я наш. Анна, Что? Я говорила? да. Это потрясающе. Где моя шляпа? В гардеробной. Любезный, нельзя ли поскорее? Извольте сюда, за мной. Это же был профессор Анненков. Вы его знали? Нет. Ну, как вы могли его скопировать? Послушайте, я никого не копировала. Очевидно, дух профессора на некоторое время воплотился в Анне Викторовне. Так что нам, господа, еще повезло. Такое бывает нечасто. Это невозможно. Господа, я прошу вас простить меня. Аннет? Я неважно себя чувствую, и лучше вам продолжить без меня. Ну как же без вас, Анна? Ну, Решили уйти, не попрощавшись? Простите, с кем имею честь? Штольман, начальник сыскного отделения полиции, Затонская. А при чем здесь полиция? Анна Викторовна, ну, мы просим вас остаться еще ненадолго, если есть к этому малейшая возможность. Нет. Учащенный пульс и температура повышенная. Так что, господа, нашему высокому собранию я порекомендовал бы Анну Викторовну отпустить, потому что ей действительно необходим покой. Разумеется. Анна Викторовна, простите мою беспечность. Это вы простите меня. Простите. Дойдешь? Да, останься, пожалуйста, с гостями. Я как чувствовал, не хотел сюда ехать. Спиритизм этот. Князь пообещал пожертвовать солидные суммы нашему факультету. И Анненкову тоже. А чего же вы испугались? Я? Помилуйте. Чего мне бояться? Анна Викторовна, всего 2 слова. Пожалуйста. Вы сказали, Демиург и гений? Я так сказала? Да. А вы не помните? Я в этом состоянии, знаете, не осознаю себя. Демиург. Это студенческое прозвище Обручева. Господин Обручев, вы слышали вопрос?
Почему вы сбежали из гостиной? Я не сбежал. Просто душно. И этот голос. Узнали голос профессора? Да. А кто второй гость? Он тоже ученый? Куликов. Да, он тоже ученик Анненкова. Его любимец и ассистент. Профессор называл его гений. Не без доли иронии, разумеется. А как он вас называл? Демиург. Он всегда потрунивал над нами. Хотя ценил очень высоко. Записка была подписана Демиург. Какая еще записка? Я узнал профессора. И эти словечки, собрание дураков и наши прозвища, я словно увидел его сейчас. Но как? Он приходил. Простите, но я во все это не верю. Я не могу в это поверить. Не двигаться. Не двигаться. Анна Викторовна, подойдите ко мне. Стоять! Здесь стойте! Кто кричал? Коробейников. Куликов. Туда побежали. Ты цела? Да. Бледная. Пойдем. Дело! Кажется, туда побежал. О, боже мой. Что случилось? Боже мой. Это профессор? Обручев убит. Кто на вас напал? Что случилось? Скажите мне. Стой! Стрелять буду! Да вы представьте только, вдруг из-за угла на меня выскакивает монах с револьвером. Вы пытались ударить Анну Викторовну канделябром. Он пытался. Да чушь! У меня и в мыслях такого не было. И что, вы так испугались, что решили бежать? Я плохо понимал, что происходит. И вообще решил уйти. Заблудился в темноте, не мог найти выхода. И вдруг вы... Вы видели профессора Обручева? Нет. Записка, которую нашли возле Анненкова, была подписана Демиург. Что вы об этом знаете? Господи, это старая история. Демиург – это прозвище Обручева. Но он никак не мог быть убийцей профессора Анненкова. Это чушь. Почему? Они ведь ссорились по поводу формулы создателя. В свое время мы все перессорились из-за этой формулы. У каждого свое решение. С учеными такое бывает. Ну а как же вы оказались здесь, в Затонске? Я ассистент профессора Анненкова. Его сиятельство пригласил сюда нас обоих. Профессор приехал пораньше. Ну, а я только здесь узнал о том, что профессора убили. Скажите, кто вас убил? Зачем он это сделал? Неужели из-за формулы? Дурак. Кто? Куликов? Все из-за формулы. Демиург, гений, счетовод. Счетовод. Кто такой счетовод? Профессор Анненков одно время был увлечен вычислениями этой мифической формулы. И нас привлек, 3 студентов. Позвольте, а кто же третий? Был еще один. Профессор называл его счетовод. Но он бросил университет на последнем курсе. А где он теперь, не знаете? Не знаю. Но кто-то мне сказал, что он ушел в монастырь. Антон Андреевич. Я в монастырь. А вы? Вы ошибка. Вас не должно быть.
Однако это не снимает с вас подозрения. Да. Вы принимаете средства от почек? От почек? Нет. У Обручева были проблемы с почками еще с юности. Ну да, только опровергнуть он это уже не сможет. Вы арестованы по подозрению в убийстве. Как? За мной следуйте. Яков Платонович, я хотела вам сказать. Был еще третий, счетовод. Гений, демиург и счетовод. Я приму это к сведению. Вам лучше побыстрее вернуться домой. Не стоит дальше оставаться у князя. Да, вы правы. Вы не беспокойтесь, меня дядя проводит. Будьте осторожны. Скрылся. Нет его в монастыре. Говорят, поехал на пасеку, замет расплатиться и не вернулся. Ну что вы, Антон Андреевич, прошляпили? Да кто же знал? С утра езжайте на пасеку и в розыск объявите. Ну, сейчас отдыхайте, идите спать. Да куда уж спать? Через 2 часа рассвет. Нет, это неверно. За что же вас убили? Восток дороги. Восток дороги. Тут к вам пришли. Что? Кто пришел? Монах какой-то. Доброе утро. Извините, что разбудил. Я был на пасеке. Под утро вернулся, и мне сказали, что вы меня искали. Почему же вы скрыли от меня свое университетское прошлое? Помилуйте, вы пришли ко мне совсем с другими вопросами. Нет, я упоминал о формуле мироздания, но вы промолчали. А зачем мне было влезать? Я хочу забыть этот грех. И не хочу, чтобы о нем знали в обители. Скажите, а где вы были 3-го дня ночью? Так в монастыре. Где же мне быть? Кто может подтвердить? Да почти все. Служба у нас была всеношная. Скажите, а господин Обручев приходил к вам за снадобьем? Нет. Ни Обручев, ни Анненков, никто ко мне не приходил из прежних знакомцев. И вы не знали, что они в городе? Нет. Я давно ни с кем из них связей не поддерживаю. Куликова сюда давайте. Да, мы были студентами профессора, а потом он куда-то исчез с 4-го курса. В Бога я уверовал. И другой путь себе избрал в жизни. И что же, совсем забросил формулу? Да нет. Грешен. Иногда коротаю время за вычислениями. И, кажется, приблизился к решению. Слаб человек. Трудно унять страсти свои. Нашел решение.
И поэтому ты убил учителя и сокурсника? Бог с тобой, брат. Никого я не убивал. Так вы не встречались после университета? Я ничего не знал о том, что наш счетовод здесь, в монастыре. Я не заказывал никакого снадобья. Я приехал вчера. Профессор был убит до моего приезда. Мой билет из Петербурга у вас. Да, я занимался вычислениями, но я никогда не был знаком с госпожой Мироновой. И, само собой, уж не имел бредовых идей о том, что она ошибка мироздания. Да вы не волнуйтесь так. Ну что ж, у меня нет причин вас задерживать. И на том спасибо. Надеюсь, вы найдете убийцу. Непременно. Из города пока не уезжайте. То есть как это? Мне надо быть в Петербурге? Город не покидать. До свидания. А вам придется остаться. Ваше алиби будем проверять. Если оно подтвердится, тогда и отпустим. Кирилл Владимирович, я очень вам благодарна за приют, но мне кажется, что мне уже пора возвращаться домой. Конечно, конечно. Должен признать, что мой дом оказался не очень надежным убежищем. Да, это ужасное событие. Еще Элис пропала. Элис, я просто места себе не нахожу. Я привязался к ней как к дочери. Я как к сестре. Я знаю. Мы потеряли с вами члена семьи. Ради бога, Анна, простите мне мою бестактность. Это вы о чем? Вчера я попытался удержать вас на собрании, не понимая, что вам действительно плохо. Ой, да это пустяки. Дорогая Анна, я знаю, как вам тяжело. Не всякий способен понять вас. А в ком-то вы просто возбуждаете открытую ненависть, вот как сейчас. Но вы должны знать, что у вас есть друг, который всегда поймет вас и придет на помощь. О, смотрите, полиция демонстрирует усердие. Кирилл Владимирович, большое вам спасибо за приют. До встречи, Анна. До встречи. Анна Викторовна, я же просил вас, не выходить из дома. Ну, я же подумала, что мне уже ничего не грозит. К тому же мне послание было. И, кажется, не я причина всех этих преступлений. А что же? Что-то гораздо более приземленное. Яков Платоныч. Похоже, то, что искали. Яков Платоныч, я не буду вам мешать. Но имейте в виду, что формула здесь ни при чем. Да-да. Не было никакой всеночной в монастыре. Как не было? То есть была, но днем ранее. То есть у монаха нет алиби ни по одному из преступлений? Соврал мне Божий человек. Это бутылка, которую я принес. Откуда вы знаете? Я отметину сделал, вот, гвоздем. То есть убийца взял бутылку из дома? Монах был в доме? Но его никто не видел. А Куликов был в доме и вполне мог взять бутылку. Езжайте на вокзал, опросите там. Может быть, кто-то помнит математиков Куликова и Анненкова. Вы полагаете, что они могли приехать вместе, да? Возможно. В управлении увидимся. Да. Это кого повели? Подозреваемый по нашему делу. Монах? Монах. Бывший математик. Черт знает что. Совсем народ распустился. То они монахи, прости господи, то они математики. Никакого порядку, поэтому и убийство. Ну что, уличили монаха? Никак нет. Пока нет. Рано делать выводы, мы разбираемся. Разбирайтесь скорее. А то преступление сыпется на нашу голову, как из рога изобилия. К тому же это англичанка. Куда она могла деться? Антон Андреевич, вы поезжайте в монастырь, проверьте показания киллера. Слушаюсь. Да-да, давайте, поезжайте. Займитесь делом. Да, по поводу Элис Лоренс. Я хотел бы просить у вас санкции на обыск в доме князя. Ну, вы уже осматривали
комнату сбежавшей? Я хотел бы обыскать весь дом. Зачем это? Есть подозрение, что сам князь замешан в исчезновении этой девушки. Не исключено, что ее просто перепрятали в какое-то другое место, в тайное место в этом доме. Эко вас повело. Яков Платоныч, романы читаете? Напротив. Читал дело о задержании полковника Лоренса здесь, в Затонске, 7 лет назад. И князь был замешан, его тогда подозревали. Да что вы! Это дело секретное. Князь проходит свидетелем, и все тут. И не надо упоминать его имя в суе. Элис тогда была шифровальщицей полковника Лоренса. И через столько лет князь забрал ее к себе в дом, спрятал. А теперь, я думаю, он хочет сделать так, чтобы никто никогда не узнал. Молчать, молчать! Молчать, и все тут я вам приказываю! Что вы себе тут надумали? Что вы накрутили все? Давайте-ка разберитесь лучше с вашими математиками. И так петербургские газеты пишут, что в Затонске погиб светило российской науки. Мне уже из департамента полиции запросы по телеграфу шлют. Яков Платоныч, я прошу вас, выкиньте эту чушь из головы и забудьте это. Элис, где же ты? Скажите, а профессор Куликов и Анненков, они из Петербурга приехали вместе? Понятия не имею. Они должны были прийти на собрание вместе, а вот как они приехали, я не знаю. Благодарю. И где же вы взяли этих математиков? Я познакомился с Анненковым на приеме в честь юбилея университета и пообещал сделать пожертвование на факультет математики. Благородно. Сделали? Разумеется. Недели 2 назад приезжал Куликов и забрал эти деньги. Если не секрет, какую сумму? Не секрет. 50 тысяч рублей. Ого. То есть профессор Куликов приехал к вам, забрал деньги, а расписку он оставил? Нет. Ну зачем мне расписка? Я же подарил, пожертвовал эти деньги. А профессор Анненков, он как-то известил вас о получении этих денег? Нет. Я не получил от него ни письма, ни телеграммы. Странно. Честно говоря, и мне показалось это странным, но я подумал, что мы поговорим с ним об этом при личной встрече. Да, только вот встреча не состоялась. Среди сонного тумана, в царстве страха и обмана, расскажи мне о дороге, той, что стелется под ноги. Скажи это ему. Кому ему? Князю? Штольману? Нет. Может быть, полковнику Лоуренсу? Отцу Элис? Дух полковника Лоуренса, явись. Дух полковника Лоуренса, явись.
Ради Элис, дух полковника Лоуренса, явись. Что сейчас с Элис? Где она? Пожалуйста, ответьте мне. Это срочно. Что случилось? Анна Викторовна, вы простите, ради бога. Ну, говорите уже. Дело вот какого рода. Я только что с вокзала опросил там всех проводников, служащих, и выяснилось, что профессор Анненков и Куликов приехали вместе. То есть Куликов врал, что он приехал на день позже. Врал, чтобы создать себе алиби. Мне кажется, что они расстались на вокзале. Профессор Анненков поехал к вам, а Куликов, видимо, проследил за ним и… Вы думаете, что… Это всего лишь мои догадки. Но вы, Анна Викторовна, может, спросите у духа профессора Анненкова, как это у них все сложилось? Ой, да если бы это все было так просто. Понимаю. Вы знаете, мы ведь уже давно с вами расследуем разные преступления, и вы неоднократно спасали зашедшие в тупик дела. Очень серьезные дела даже. Вот. Но между тем я ни разу не видел, как вы устраиваете спиритический сеанс. Может быть, мы прямо сейчас, исключительно для пользы дела, может быть, в порядке исключения, устроим небольшой спиритический сеанс, чтобы поговорить, выяснить у духа Анненкова. Милый Антон Андреевич, когда я в следующий раз буду устраивать публичный спиритический сеанс, я вас непременно приглашу. Понимаю. Ну что ж, в таком случае я раскланиваюсь и службас. Вы берегите себя, пожалуйста. И вы себя берегите. Они приехали вместе. Анненков и Куликов приехали вместе. Тот билет, что он нам предъявил, фикция. Он купил его заранее. Их опознал проводник. Они ссорились, там ругались в купе. Куликова надо арестовать немедленно. Где он остановился в Затонске? В мебелированных комнатах, разумеется. Наряд туда и наряд на вокзал. Нет, он не уедет, пока Анна Викторовна жива. Вы думаете, он? Быстро к народу. Что ей не хватает? Что? Она не такая, как все. Бедная моя девочка. Что делать? Скажи мне, что делать? Ждать. Терпеть и ждать. Пройдет время, она перерастет все это. А если нет? Если нет? Нет, нужно что-то делать, нужно бороться. Подумай только. Ее считают злом, ошибкой Вселенной, и приходит устранить эту ошибку. И ты предлагаешь ждать чего? Чтобы кто-то опять пришел за ней? Терпение. Терпение, моя дорогая, пойми, это единственное, что нам с тобой остается. Ну, ты же знаешь, ей нельзя запретить, на нее нельзя давить. Она еще слишком молода, подрастет, остепенится. Да не нужно меня успокаивать. Нужно что-то делать, чтобы образумить ее, иначе мы ее потеряем. Простите меня. Простите меня за все. Больше я не буду вас пугать. То есть я буду стараться. Но, пожалуйста, не надо ничего со мной делать. Я, и только я сама. И папа прав. Мне просто нужно время, и я справлюсь с моей жизнью. Девочка моя дорогая, ну ты же знаешь, я желаю тебе только добра. Я знаю, мам. Ты куда-то собралась? Ну, тебе же нельзя. Мне нужно пойти пройтись. Я больше не могу сидеть дома. Но я знаю, что мне уже ничего не угрожает. Я скоро вернусь.
Не двигайся! Это вы, ошибка мироздания. Но виселица это исправит. А с чего мне перед вами исповедоваться? Не хочу. Как вам угодно. Я вам сам расскажу. Ну-ну, любопытно. Профессор Анненков договорился с князем Разумовским о пожертвовании в пользу факультета. Вы участвовали в переговорах, поэтому знали об этом все. Приехав сюда, в Затонск, от имени профессора, вы получили 50 тысяч рублей и присвоили их себе. Ну что дальше? Пока вы об этом думали, князь пригласил вас и Анненкова к себе в гости. И вы знали, как только Анненков встретится с князем, вы будете разоблачены. И вам пришел хитрый план. Приехав сюда, в Затонск, вы пригласили профессора в дом к Мироновым для предварительного знакомства. И убили его в их саду. Далее, чтобы замести следы, вы вспомнили старую историю о вычислении формулы создателя и подставляете тем самым своих однокурсников, Демиурга и счетовода. К тому же вы знали, что у Обручева с юности болезнь почек. Но мне одно непонятно. Как вы узнали, что счетовод здесь, в монастыре? Антон Андреевич, это уже не важно. Ну зачем? Зачем нужно было убивать Обручева? Я думаю, он тоже что-то знал о пожертвовании и мог проговорить с князем. А я? Меня-то за что? Вы меня убедили. Я поверил в то, что вы можете спросить у Анненкова. Неужто просто денег захотелось? Вы знаете, захотелось. Захотелось. Я всю ночь тогда вез деньги в поезде. И открывал саквояж поминутно и смотрел на них, на деньги. Я никогда не видел столько сразу денег. Это что получается, что я была ошибкой вселенной, чувствовала себя важной персоной, а дело-то, как обычно, в деньгах. В деньгах, Анна Викторовна, в деньгах. Я вот что хотел. Я прошу вас, пожалуйста, только сейчас ничего высокопарного не говорите. Хорошо. Я просто хотел сказать, но хорошо, не буду. А скажите, я хотела узнать, у вас ведь эти дни не было возможности заниматься делом Элис? Нет, я спал всего 2 часа за последние 3 суток. Думал о вашей безопасности. Спасибо, я очень вам благодарна. Но скажите, ну вот сейчас уже у вас есть же возможность заниматься этим делом? Да, я сделаю все возможное. Сделайте, да, я знаю. Спасибо. Ну что же, опасности больше нет? Нет. Можно меня не провожать? Вы простите меня, Аня, но опасности, они как будто ходят за вами по пятам, и я стал к этому привыкать. Аня? Неожиданно.
Вы меня простите, пожалуйста. Я столько вам мучений доставляю, Яков Платонович. Да нет, это вы можете смеяться надо мной, но я просто человек другого уклада, и мне сложно понять, как вам это удается. Но вы ни на мгновение, я не сомневаюсь, что вы слышите меня, что моя жизнь без вас была бы иной. Иной? Она была бы пуста. А что такое? Да что случилось? Только что был князь. Он просит твоей руки.